Ну, Вселенная родилась, правильно? Она же, как бы, там, как называется, проявилась, организовалась, правильно? То есть она же не изначально была, мне кажется, такая. То есть вот рождается ребенок, там, рождается, умирает. Все-таки есть цикл какой-то. Дело в том, что по поводу цикличности, да, воспроизводства материи, в момент, когда возможно вообще глобальное уничтожение, то есть изменение исторической формы, что ли, развитие информации, существует очень простой принцип. Создатель создавал, естественно, формы, там, то же самое рождение Вселенной, для того, чтобы была репродукция. Потому что здесь есть принцип вечности Создателя. То есть вечное создает вечное. Вечный Создатель изначально должен создавать вечные элементы конструкции. Это закон информации, который даже математически доказывается. В свое время на определенных уровнях исследования значит, ну, где-то это проходило через патриархию, и даже один из журналистов, который, предположим, был в виде человека, который контактировал между представителями религиозных организаций, скажем, с патриархией, он сказал, что с их точки зрения, вот я, например, в одной из формальных вещей фактически доказал математическое существование Бога. Существование Бога — это как вечность элементов информации, то есть существование — это значит вечность элемента. Вечное по закону связи может создавать вечное. И поэтому, когда возникает угроза уже уничтожению, как бы заложенного цикла развития, то здесь вот именно понятие цикличности, то есть понятие это, для человека это возможная, скажем, биологическая смерть, отпадает в виде как бы цели развития. Потому что в этом случае ясно, да, что когда существует эта точка, то получается эта точка, которая ведет к макроуничтожению уже. И к логике, логика вообще изменяется как бы на противоположную сторону. Поэтому вот с точки зрения той же создания Вселенной, там, макросистемы, надо всегда подразумевать периодическую логику, так скажем, да? Текущую логику. Понятно, есть норма, и какая она, циклическая или не циклическая. Да, норма, которая от вечности, да, объект. Я хотел еще спросить, вот мне, по крайней мере, проимпонировало, когда вы говорили о переносах, ну, по крайней мере, в технике, вот, в антропогениях, в этих, сейчас широко очень для создания, например, там, каких-то дорогостоящих препаратов, там, в биотехнологии встраиваются в гены, но какие-то элементы в генно-инженерных этих самых, когда делают, ну, например, инсулин, который очень дефицитен, там, очень дорог, там, и так далее. Есть технологии, когда берут дрожжевые клетки и в их аппарат наследственный включают элемент, который нарабатывает инсулин и заставляет их работать и делать, собственно, вот это биотехнологическое какое-то направление, оно тут вот в ваших работах, в ваших усилиях, оно как-то присутствует. Ну, дело в том, что я даю на практике универсальную технологию, которая, конечно, направлена на создание биосистем в том числе. То есть, в первую очередь, вы можете делать саморегенерацию, восстановление, в общем-то, любой биосистемы, и не только биосистемы, а восстановление, ну, можем так назвать, там, любой информативной системы. Поэтому с точки зрения биотехнологий, примерно, даже вот в конкретном приложении, применение того же этого кристаллического модуля привело к тому, что, вот, например, мы делали испытания, там удалось достичь норму клеток. При этом они были первичны, там пока что удалось там достичь, ну, как бы в небольшом количестве, и вне организма это были клетки. Значит, было взято там в поле зрения 3 клетки, которые имели, ну, вид раковых клеток. При, значит, использовании этой кристаллической системы удалось достичь нормы клеток. То есть в биопроявлении, ну, проще говоря, аппарат, который просто нормирует систему, и все, с точки зрения вечного воспроизводства жизни. Поэтому
так же, как и для того, чтобы нормировать землетрясение, чтобы не было землетрясений, нормировать среду, также можно нормировать и здоровье его. В данной лекции я покажу формальный аппарат, который позволяет достигнутые структуры, например, управления, делать, я бы так сказал, пакетными. То есть, например, вы имеете какой-либо управляющий уровень или наработали систему управления с точки зрения вашего сознания или, предположим, аппаратного уровня, и тогда возникает задача синтезировать или объединить, например, технологические какие-либо уровни, либо они совершенно разные, либо они могут быть однотипные, но создать пакет, значит, управляющих импульсов для достижения конкретной цели. То есть пакет управляющего уровня, я бы так называл. Так как пакетная технология, она, значит, такова, что вы можете, как я объяснил, создавать из уровней совершенно отдаленных, то есть, например, решать задачу разноречивыми способами или же однотипными способами. И более того, вы можете, например, брать пакетные технологии, используя возможные будущие ситуации или используя гипотетические или реальные прошлые ситуации. То есть в данном случае под пакетной технологией я называю объемные массивы информации, которые используются в синтезе или в объединении для того, чтобы решить конкретную задачу спасения. В связи с этим структуризация вашего сознания должна быть такой, чтобы в одном уровне находились, возможно, даже взаимопротивоположные элементы управления. А для этого вы должны создавать, значит, источник таким, чтобы он функционировал в зависимости от управляющего импульса. Вот на этом принципе построена будет данная технология. Значит, чтобы объяснить на первых уровнях, на модельном плане пакетную технологию управления, которая является, как я объяснил, синтезом уже известных, в том числе и неизвестных систем, значит, я распишу сначала в модельном виде управляющую область. В данном случае, например, взяв плоскость управления, которая подразумевает наличие внутренних задач, я назову букву В, и, например, внешних задач я назову В с индексом В. Значит, тогда для того, чтобы область управления была реализована, вы должны по конструкции вашего сознания, здесь я опять же это постулирую, потому что получить это можно и технологически, например, в том числе и тензорным анализом, но тем не менее в данном случае вы имеете реальный курс управления, поэтому вы должны это просто в данном случае знать. Для того, чтобы получить совместимость задач внешнего и внутреннего уровня по цели управления, вы должны таким образом организовать граничные условия. Например, я назову граничные условия отрезком А от В с двумя индексами и А, например, от В. Чтобы на границе удовлетворялись свойства взаимопересеченности любых границ внутренней области и, соответственно, взаимоадекватности границ внешней области. Значит, взаимопересеченность — это имелось в виду геометрические параметры, которые говорят о том, что если контур замкнут, то они в любом случае где-то пересечены. А второй уровень — это уровень надстройки вашего сознания, который позволяет как раз-таки коммутировать пакеты. То есть вы можете из внешнего уровня назначать фактически, например, управление областью, вводя содержательную часть управления, такую, которая вам нужна. То есть, предположим, если вы имеете, в виде целевой функции, значит, не допустить, предположим, первый уровень пакета, не допустить пожар в лесу, предположим. Значит, тогда мы можем иметь матрицу следующего содержания. Которая подразумевает то, что на граничных условиях управления, значит, вы имеете совмещение
внешних уровней сознания вашего. Дело в том, что надо по возможности внимательнее выписать индексную систему. То есть каждый подуровень, он находится ниже в данной матрице. Значит, соответственно, здесь находятся какие-то n членов. Поэтому, когда вы имеете, например, данную матрицу управления, то ваше сознание, например, базируемое на индексе k, например, в данном члене А, индекс В, индекс В, индекс N, индекс K, может являться тем как раз звеном, где уровни внешнего управления совмещены с уровнем внутреннего управления. В данном случае я постулирую принцип управления через сознание, потому что сознание устроено именно так, что просто концентрация на этом уровне К вам позволяет, например, не допустить пожар. То есть сознанием можно уменьшить, например, температуру. И получается, что если вы имеете данную матрицу, то для управления достаточно сосредоточиться даже на листе и заложить сюда программу недопустимость пожара или, там, например, остановить болезнь, тогда получится лечение. Или не допустить, предположим, аварии, да? Тогда получится, вы вмешиваетесь в управление и не допускаете происшествий. Если мы берем и обозначаем эту матрицу как А1, то можно получить уровень пакетного управления или управления через обобщенную область следующим образом, что детерминант определитель матрицы А1 это есть константа, разделенная на область обобщенного управления G. Значит, учитывая, что мы взяли детерминант матрицы в обычном понимании этого смысла слова детерминант, определитель матрицы, и мы имеем константу управляющего уровня, то есть это, в принципе, любая система, которую вы хотите организовать. В данном случае константа это есть просто норма событий. И выдвигая сюда, например, в виде константы отсутствие, предположим, того же пожара или там отсутствие болезни, то концентрируясь уже просто на индексе G, просто на одном символе, вы получаете все модельные решения в пределах А1. В данном случае вы можете получить, развить собственное ясновидение, управляющее ясновидение, когда, концентрируясь на G, вы можете видеть на уровне вашего восприятия реальные события, которые происходят в реальности, и которые, например, могут быть текущими или событиями будущими. Если посмотреть, например, вот в конце первого тома есть протокол из Центра управления полетами. Значит, там я давал прогноз, например, функционирования компьютера, и я сказал, что там будет он 5 дней функционировать, так и происходило. Так реально произошло. Причем весь пакет заданий, сколько было заданий, столько я и дал ответов, и все они совпали. Так же, как и по технике. Все, что сдавалось в сейф, все это совпало. То есть все экспертные уровни дали точное совпадение по прогнозной фазе. То есть получается, что задачей реального спасения все-таки является при необходимости абсолютная, то есть стопроцентная точность. А для этого надо формировать множественность доступов и фиксацию, например, какой-то статичной фазы. Проще говоря, при многовариантном уровне событий вы должны получить конкретное фиксируемое событие, которое нужно конкретно вам. И решить. Предположим, если рассмотреть, там же я давал прогноз по стыковке Атлантиса, например, по отказу двигателя возможного отклонения по Атлантису и вообще по стыковке. Все прогнозы совпали в пакетном уровне. Вы посмотрите, как я это делал, как я эти результаты получил. Хотя бы, например, в области космоса, если взять вот то, что в конце написано, и одновременно с этой точки зрения рассмотрите по технике. Значит, с этой точки зрения надо вам посмотреть, как я это получил. То есть для этого вам нужно будет, значит, в область константы ввести норму требуемого события, предположим, стыковка, значит, должна осуществиться, предположим, и норму управления G. То есть что в вашем восприятии является нормой, чтобы стыковка произошла. То есть это должны быть работать в системе телеметрии нормально, например, связь, не быть метеоритов, ну и так далее. Да? При этом вы должны рассмотреть эту картину визуально, рассмотреть в прошлом, в рамках
этого детерминанта. Когда вы рассмотрите, вы увидите, что если мы имеем индекс k, посмотрите, как пересекается, вот, например, я специально так записал эту запись, что как только мы в данном индексе добавляем константу при, например, трехуровневом индексовании, да, то есть фактически мы говорим, что каждый уровень сознания мы можем рассмотреть как вложенный уровень более верхней настройки. И тогда получится, что в данном случае индекс k, он шел как 4-й уровень. Здесь же после индекса k идет константа. И если мы рассмотрим как бы уже 4-й индекс в виде детерминанта самой матрицы, то мы получаем ту же самую обобщенную функцию g, но которая работает внутри системы. Значит, и получается, что мы можем работать внутри, предположим, во внутренней области управления, практически работая только с внешними признаками данного управления. Проще говоря, если вы имеете в восприятии что-либо там в виде мышления, в виде объектов информации, то вы можете управлять любой системой, которая находится вне этой области, если мы рассмотрим внутреннюю область как любую внешнюю систему. То есть, изменяя структуру смысла в сознании, мы можем добиться управления любой системой. И получается, что достаточно поэтому иметь то, что вы имеете на уровне восприятия, но при этом получать управление, в принципе, любой системой, переобозначив любую внутреннюю систему как элемент внешней системы. То есть, в зависимости от того, какую цель в настройке управления вы ставите, так вы получаете управление, например, в данном пакетном уровне управления. Значит, данный уровень, который я расписал в виде определенного формального механизма и плюс который имеет статус реального управления, то есть закладывая туда управление, вы получаете реальное управление. То есть вот вы можете по подобному принципу получить, например, многопакетный уровень. В качестве размышления это будет вам в качестве домашнего задания. Хотя я, конечно, отразил компоненты на самом деле многопакетного уровня, то есть мы можем абстрагироваться и получать вложенные системы, но меня интересует, что именно с автономного блока в качестве самостоятельной работы постарайтесь найти технологии многопакетного уровня управления в частных прикладных задачах, которые могут стоять перед спасателем или просто даже в обычной частной жизни. Значит, то есть одно из свойств пакетного уровня управления – это доступ к системе, ну, так скажем, управления в любой точке. Предположим, если для того, чтобы делать управление в интенсивной системе, предположим, там некие возможные катастрофы, то это специальная задача, которая, естественно, проявлена достаточно существенно в общей системе информации. Если вы решаете задачу частную, там, от которой, казалось бы, не зависит, например, возможная катастрофа, то пакетный уровень управления дает доступ в том числе и к этим задачам. Это значит, например, задачи, связанные с любыми там характеристиками, такими как, предположим, характеристика неких событий будущих, которые не являются катастрофическими. То есть фактически это прогнозная система, которая должна реализовываться в любом случае. Значит, а следующее задание, вы это где-то зафиксируете, является перевод пакетной системы управления по управлению любыми частными, нехарактерными или характерными событиями. Это вот для самостоятельного размышления. Аттестация происходит таким образом, что вы пишете конкретные свои мысли, например, или же вы делаете, уже пишете отчет по реальному управлению, и потом я делаю на основе вашего отчета аттестацию. Учитывая, что данная технология, речь идет о том, чтобы освоить систему спасения, а она передается как условным, то есть символическим или словесным уровнем, так и безусловным, то вы в любом случае аттестацию должны пройти, поэтому, как правило, после сдачи отчета, если, например, я посчитаю, что нужно что-то добавить, потом я какие-то методики добавлю, но аттестацию вы в любом случае проходите по этому курсу. Значит, поэтому, может быть, кто-то чуть пораньше, кто-то попозже, но я думаю, у вас получится примерно одинаково.
Значит, поэтому в данной практике существует еще один принцип, что по системе спасения технологии именно спасения должны быть передаваемы или мгновенно, или обязательно. То есть и вот этот третий уровень в качестве домашнего задания фактически будет выглядеть так. Значит, надо будет доказать на уровне мышления или на уровне формального изложения, значит, почему вы в любом случае должны освоить этот материал до уровня той нормы, которая необходима для совершения акта спасения. При этом надо затронуть характеристики ваших связей, то есть в общей системе информации. Например, через секунду Земля не взорвалась, вы в этом плане как-то участвовали. То есть связать со своим уровнем информации. Где вы участвовали и почему данная система знаний обязательно передаваема, безусловно, то есть либо мгновенно, либо условно, но обязательно. Значит, в данном случае, вот в таком формальном выражении я практически, скажем, в символическом виде эту часть лекции закончил. Дополнительно необходимо будет вам в качестве, опять, домашнего задания построить функцию v от a и v от a и еще раз от a. То есть вы просто берете и на уровне сознания, при этом желательно не описывать эту функцию вот в формальном виде, ставите две точки, ну, в принципе, они уже у вас есть, и так как здесь a, например, от v, то когда вы пишете v от a и v от a и от a, на уровне сознания что вы будете воспринимать? То есть мне нужно, чтобы вы получили на уровне восприятия какой-либо конкретный оптический элемент. Что в этом случае, если, предположим, вы просто концентрируетесь на этих функциях, вы видите либо эту букву, как она выглядит, если вы пишете вот так, что меняется, да, по отношению в этом точке в вашем восприятии. Рассмотрите, как меняется оптика, как меняется символика, какой они, может быть, это просто будет цвет или форма и так далее. То есть посмотрите, как в этом случае меняется система управления. Значит, в данном случае формальный вид, который я расписал, он сейчас будет определенным образом развит на уровне технологии словесных просто. Данная часть лекции, она определяет, каким образом вы можете, используя свое сознание, привести к управлению частными областями. Причем таким образом, чтобы частная область могла быть определяющей, и через частную область вы можете получить управление глобальной системой. Фактически речь идет о том, чтобы получить унифицированный доступ к глобальной системе управления, при этом в том числе через частное значение какой-либо системы. Для того, чтобы данная задача была ясна в прилагательном плане и могла решаться, например, с точки зрения технологий, уже которые идут по типу размышления, я могу ее поставить примерно так. Если вы имеете, например, задачу ловли рыбы где-либо там на море или на океане, и данная задача подразумевает, что для того, чтобы поймать какое-то количество рыбы, нужно иметь, например, сети и сходные системы для того, чтобы эту рыбу поймать. Но когда мы ставим задачу в своем сознании, а как же повлиять, например, на то, чтобы в данной среде, например, морской, не было экологически проблемных выбросов, предположим, не было ядерного взрыва, то мы можем в качестве промежуточного объекта рассмотреть рыбу. Просто рыбу, которая, может быть, и не попала в сеть. И вообще даже находится в любом другом месте. Но мы знаем, что рыба плавает, например, в воде. Значит, единственное уточнение, что она должна быть, например, морская, да, для структуризации сознания. Так вот, когда, например, вы берете точку управления и концентрируетесь на каком-либо объекте информации, этот объект может иметь обобщенные характеристики, которые связывают либо условно, ну, как это всем понятно, либо безусловно, два или большее количество объектов, да, или бесконечное множество объектов. То есть, если мы в сознании фиксируем, что рыба плавает в этом районе, то ясно, что она, например, не поймана,
но теоретически ее может поймать корабль, да, следующая структура сознания. Но при этом не взорвался какой-то ядерный реактор вблизи, потому что рыба там, например, плавает, и мы структурируем вот эту константу в обобщенной области управления, что она значит, не уничтожена, не заражена и так далее. То есть фактически техника, которую сейчас я вам значит, на словах рассказал, она базируется на том, что вы должны находить в структуре сознания те элементы, конечно, я привел рыбу как обобщенный элемент, которые могут соединять либо условным, либо прямым, либо даже ассоциативным образом какие-либо объекты информации, и через эти объекты информации вы должны получать управление. Значит, этот принцип очень важен с той точки зрения, что вы можете совершенно конкретно здесь увидеть, что как только вы можете найти управление через любой объект информации, то, естественно, вы тогда в любом случае достигаете управления на всем уровне информации, то есть во всей области информации. Поэтому, когда мы говорим о том, чем является управление для вашего сознания, мы говорим прежде всего о том, чтобы вы могли вкладывать специальный уровень смысловой и управляющий в тот или в иной объект информации. Например, я при концентрации на рыбу, как бы на оптический элемент, который в восприятии означает просто рыбу, на самом деле заложил то, чтобы не допустить, например, ядерного уничтожения, да, там, ядерного взрыва или то, что где-то рядом может плавать корабль, но который тоже не уничтожен ядерным взрывом. То есть, получается, я уже ввел третий уровень нормы. И вот такой уровень нормализации и нормирования, который может быть откуда угодно. Я смотрю на стол, предположим, и я вкладываю в систему, опять же, по типу пакетного управления, когда я в каждую структуру развития вкладываю нормированный смысл. На самом деле, если вот посмотреть, у меня есть методы цифровой как бы объективизации, который позволяет выявить вот эти вот информационные геометрические оптические формы, о которых я рассказываю. Там видно, как развивается сознание, как только вы эту установку сделали по нормированию связанных элементов. То есть сознание так устроено, что если вы вводите, предположим, определенный элемент нормы в управление, то вы эту норму можете развивать. Но если вы, например, вот таким образом ее развиваете, то достаточно просто здесь понять, что как только вы находите значит, уровень бесконечного воспроизводства норме по вашей цели, то вы в любом случае достигаете управления по спасению. А для этого надо первый, значит, вариант, либо настолько увеличивать и развивать структуру нормы, проще говоря, это похоже на размышление, значит, или на понимание процессов связи. Значит, таким образом развивать норму, чтобы получить управление, например, в нужной точке, но при этом нужно использовать, например, элементы видения. То есть вы должны точно знать, что вы видите правильно. Так вот, точное знание того, что вы правильно развиваете нормирование управляющего процесса, заключается в том, что вы должны в процессе развития нормирования ситуации находить фазы устойчивости или, я назову так, скажем, точки стационарных областей вашего восприятия. Поэтому следующая часть лекции вы запишите, называется «Точки стационарных областей вашего восприятия». С точки зрения восприятия, точки стационарных областей восприятия – это элементы самого же объекта информации, который мы называем восприятием. То есть точки стационарные, если вы берете и смотрите опять с настроечной, с более как бы высокой или более иерархически расположенной на просмотр области, значит, то вы видите, что в восприятии точка стационарной области – это, собственно говоря, конкретная область, имеющая конкретную форму, но в пределах формы восприятия. Предположим, вот у меня есть там поверхность стола, и я, например, называю это восприятием или областью реакции, да? Реагентной областью стола по отношению, например, к микрофону или к телефону. Тогда для области реакции или там, для восприятия, что является стационарной областью здесь? Значит, во-первых, стационарной областью является элемент связи хотя бы с этими тремя объектами информации.
Поэтому точка стационарного восприятия – это точка связей, проявленных в вашем сознании. Это лучше записать. Значит, точка стационарного восприятия – это точка связи, проявленных в вашем сознании. Следовательно, элемент сознания в данном случае определен. Как только мы вводим хотя бы одну область, которую назовем, например, стационарной областью, мы определяем элемент сознания, то есть то, что является более общим. И так далее. То есть если мы рассмотрим стационарную точку сознания, которая содержит восприятие, мы можем найти структуру духа, которая определяет данную область восприятия. Или же мы можем найти уровень души, который регистрирует или воспроизводит эту точку, именно в стационарную точку восприятия. То есть мы можем, вообще говоря, зная какие-то известные представления людей, или, например, создавая свои представления, которые могут быть совсем другими или быть совершенно новыми, мы можем построить описание на многоуровневом плане тех процессов, которые происходят в этой стационарной точке. И тогда мы получим, что все восприятие мы можем воспроизвести с точки зрения анализа только одной точки. То есть я вам даю специально эту технику развития знаний в вашем сознании, что как только вы начинаете заниматься какой-либо фиксированной областью, то внутри области и при развитии, в отношении данной области вы можете получить всю базу знаний, в том числе и знания о спасении. И получается, что на самом деле, когда мы говорим о таких принципах сознания, как управление на расстоянии, это в том числе и принципы, которые позволяют фактически регистрировать, во-первых, ваши импульсы целевые, а в том числе из целевых импульсов получать нужное вам управление. Ваша конкретная задача управления, данная, фактически теоретически практическая часть, о которой я рассказал, она должна сводиться только к тому, чтобы получить управление в реальном уровне. То есть все, что в том числе в данной лекции я рассказал, необходимо использовать к конкретным всегда технологиям спасения. То есть абстрактно о них размышлять, это значит создавать просто новые конструкции мышления. Меня интересует реальное управление, то есть реальный доступ в реальность. И, например, рассмотрев то, что, например, в этих 3 томах, куда входит техника, управление веществом, медицина и как некоторые обобщенные области событийные, надо посмотреть в каждом конкретном случае, как я использовал ту систему знаний, которую вы получили в данном курсе по управлению с использованием своего сознания, и где проявлены данные технологии были. То есть в чем проявленность данных технологий. Следует учесть, что данные факты специально подобраны именно для того, чтобы, когда вы смотрите на факт, вы можете получать технологии даже исходя из фактов. И при этом вы можете получать технологию, конечно, собственную, например, но меня интересует при рассмотрении данного 3-томника применение той технологии, о которой я вам рассказал. Хотя, как я объяснил, это только один из уровней управления. Тем не менее, посмотрите в приложении к этим фактам и дайте по возможности либо короткое, либо полное объяснение в этот же месяц, по возможности постарайтесь уложиться. То есть выбрать какой-либо один из фактов можно и дать применение той техники, о которой я рассказал, в виде символического представления или же в виде, например, лекционного, то есть словесной части. То есть меня будет интересовать все-таки аналогия, проще говоря, как я это делал с точки зрения этого подхода, который вы сейчас получили. Значит, на этом весь лекционный курс, который состоит из управления, с учетом, так скажем,
и ортодоксальной математики, и, например, определенных новых математических методов, которые объяснимы все-таки ортодоксальной математике, и плюс конкретной практики, которая была использована здесь, моей личной практики, например, плюс обобщенный анализ определенных систем иррациональных, рациональных. Вот я постарался именно здесь, в данном курсе, представить. Сейчас в качестве, ну, в том числе и продолжения, можно сказать, этого курса будет часть, которая будет все-таки исходить в виде вопросов. То есть меня интересует теперь, по возможности, если, конечно, у вас есть, но по возможности задайте вопросы. Так что сейчас ваша часть. В зависимости от того, как вы будете эти вопросы задавать, я буду вам давать ответы, это будет реальная работа. Курс лекции еще и в том заключается, что впереди ваши события можно видеть. То есть я вижу конкретные события, там, например, у каждого из вас, и поэтому создается обобщенный уровень, вопрос ставится туда, и вы его понимаете определенным образом, каждый из вас любой вопрос понимает по-своему, значит, или ответ. И более того, ваша задача эти знания распространять. То есть в эту систему вопросов и ответов вкладывается система передачи знаний на понятном все-таки уровне. Надо уметь передавать и обычными словами. И когда мало времени или когда много времени, вы должны уметь передавать систему знаний по спасению либо мгновенно, быстро, условно-безусловным образом, либо там, математикой, чертежами, там, в принципе, там, если нужно, произведениями искусства. То есть вы должны уметь передавать технологию спасения практически любым инструментом или там телепатией. Так что вот вы, пожалуйста, сейчас начинаете задавать вопросы, с этой точки зрения обязательно отслеживайте, что будет происходить, например, вот в результате. Давайте, может быть, с вас тогда начнем, да? Отслеживать в результате наперед, то есть еще смотреть вот сейчас конкретно результат отслеживать или отслеживать там через неделю? Нет, результат надо отслеживать таким образом. Вот есть центр информации, где сказано, что есть, нужно, необходимо иметь вечное воспроизводство жизни. Вот этот центр информации, как бы некий центр условный или конкретной, причем сферы, из которой исходит информация, она же туда и как бы в обменном круге и возвращается. И вы должны контролировать реальную безопасность всей системы. Поэтому речь не идет о том, что вы где-то что-то познаете сейчас или пишете, например, отчет только через месяц. Возможно, через 3 года у вас будет определенная совершенно новая методология, у вас конкретно они будут причем, которые дадут возможность новому направлению там, синтеза, например, разных наук. Поэтому вы постарайтесь здесь воспринимать именно все-таки глобально, с точки зрения решения основной задачи, да, вечного воспроизводства жизни. А тогда мы в идеале и конкретно и реально решаем задачу частную, то есть реально спасаем. Поэтому вот вопрос надо все-таки смотреть более глубоко, потому что я писал только часть, я передаю, вы передаете. Но на самом деле для чего мы передаем? Для того, чтобы реально обеспечить систему управления по именно знаниям спасения, а не, например, декларативно и не пропагандой. То есть вот в этом заключается задача, что вы либо, если хотите, пропагандируете, но если вы не хотите, вы можете управлять напрямую. Если рассмотреть, предположим, мою практику, то я использую и те, и другие методы. Поэтому вот ваша задача всегда отслеживать норму в вечном воспроизводстве жизни. Это фактически определенный уровень видения, когда вы видите, например, там, планету, все реальности и видите, что все происходит нормально. Это ваш собственный диагностический статус. И по отношению к этому, в общем-то, достаточно, тогда уже просто, да, все строится. Что вам нужно знать сейчас, на чем акцентировать внимание, что вам в будущее заложить, как построить свою систему развития и так далее. Как увидеть для себя вот эти пространства, как их очертить, чтобы знать, что куда помещать, где смотреть? С точки зрения того, чтобы пространство увидеть, необходимо прежде всего определить, что в пространственном понимании для вас является управление. То есть с точки зрения управления, как вы видите пространство управления. Например, вы можете, если там очаг пожара или же болезнь, очаг пожара, представить его или увидеть как бы сверху, тогда получится, что у вас пространство управления — это реальная картина, например, пожара в лесу. И для того, чтобы
определить уже пространство доступа, например, вы можете, в принципе, использовать просто локальную картинку и вывести контуры, просто обозначить для себя контуры информации над этим пожаром. Если это болезнь, рассмотреть просто, ну, например, того же человека или просто конкретный орган и рассмотреть систему связи в виде определенных как бы серебристых нитей, что ли, и расположить туда, где вы уже отслеживаете, что как только вы вмешиваетесь и приводите в норму, у вас получается норма управления. Это в пространстве может быть, ну, в радиусе может быть до 5 метров вокруг вас. В основном перед вами. Значит, перед вами, да, перед лицом. И если вы имеете тот же пожар, как в виде некой картинки, там, например, вот конкретную вещь, если взять и рассмотреть, то контур информации, который над, это линии, ну, как скажем, информационные линии, но вы их можете видеть в виде как бы потоков света или отрезков каких-то. И ваша задача просто взять, во-первых, через сознание обозначить доступ. Это фактически, например, от вашего тела может исходить некий, так скажем, луч, который стыкуется и дает управление, то есть пожар прекращается. Но вы должны либо прозвонить и получить прекращение пожара, или там, чтобы отсутствовала болезнь, либо использовать тогда формальный аппарат, который я дал, и сделать концентрацию, заложив смысл отсутствия управления. Если вы используете управление по как бы регрессивной фазе, то есть отсутствие пожара, и тогда получается, что формальный аппарат — это то пространство, которое вы просто видите, да, с листа бумаги, например, или помните. Если помните, это находится в любом месте. Проще говоря, если запомнить эти формулы и ими пользоваться как активными параметрами, то вы получаете управление уже как бы вне пространства, плоский вариант, который вы воспринимаете как бы как с доски. И все. И достаточно на одну точку, значит, о которой я говорил, значит, как бы надавить, то есть ввести туда смысл нормы, и тогда получится, что это пространство для вас, собственно говоря, оно фактологически существует только как цель. Например, пожар, вам не надо его видеть. Вам достаточно в формулу заложить смысл нормы. Или сделать свою тогда формулу, как бы тогда можно вывести пространственную область. Так вот, из совокупности этого можно вообще строить просто пространство управления, где вы имеете просто доступ в управляющую точку, тогда вы просто находите в пространстве точку, одну только точку, которая, например, является нормой. И как только вы сознанием делаете туда доступ, у вас действительно реально получается норма. Это принцип импульсного управления, который используется, например, в лечении часто, там, сверхбыстро текущих заболеваний, каких-то кризисных состояний, или там, чтобы не было каких-либо быстро текущих каких-то ситуаций, типа там, ядерного взрыва мгновенного и так далее. Вот поэтому на самом деле пространство управления, конечно, может быть многообразным. То, что я сказал, это как бы некоторые из параметров, которые вы можете воспринять, а реально вы можете, конечно, описать на основании своего воображения, в общем-то, любое пространство, которое вам, например, нравится, которое вы понимаете или ощущаете в своем мышлении, и использовать его для управления. Собственно говоря, количество методов, естественно, оно не ограничено. То, что я говорю, это уже совершенно апробированная система управления и давшая конкретный результат, но, естественно, вы можете развивать свою систему. Это в качестве ответа. Посредством чего вы должны производить управление? Посредством своего тела физического или каким-то иным путем? Так, понятно. То есть посредством чего нужно производить управление? Да. Значит, в данном случае ответ, он достаточно прост, потому что я в данном случае даю управление только на логике мышления. Вот так же, как вы мыслите, собственно говоря, по любому аспекту, который в вашей жизни встречается, вы также и управляете. То есть вы управляете только тем, что вы логику мышления, кроме всего прочего, воспроизводите в виде специальных как бы оптических образов, зрительных образов, которые располагаются в нужных точках физического пространства. Значит, есть возможность управления в точках, которые не относятся, например, к понятиям физического пространства, это так называемые понятийные области управления. То есть вы все время, понимая что-либо, приходите к тому, что там возникает норма. Но это не
это пространство мышления, которое не находится в конкретной физической области. Хотя, если вы захотите, вы увидите эту область возле себя, предположим. Или она бесконечно удалена. Поэтому речь идет о том, что вы пользуетесь либо управлением в физической области, когда вы переводите систему мышления на уровень неких символов, конкретных образов или же даже просто световых оптических элементов и управляете по тому принципу, который я описал. Есть, конечно, принцип, который я сейчас еще раз о нем сказал, это принцип понимания, как должно происходить управление. Вы, видимо, замечали, что иногда, чтобы что-то было положительно, вы внутренне как-то напрягаетесь, как бы. Но если вы посмотрели, как вы напрягаетесь, то вы бы увидели определенные оптические линии, некие там световые. Если вы будете вдумываться в смысл этих линий, вы тогда получите также собственную уже систему управления. Поэтому управление происходит не обязательно, ну, скажем так, телом, там, какой-то частью тела, а так как в информации используется такое понятие, как сознание, существует душа, есть дух и другие понятия, которые, например, не относятся конкретно к телу, а вы, как управленец, вы должны и работать и с этим понятием. То есть фактически вы должны за базовый уровень, от которого вы можете отталкиваться в управлении, брать любое существующее понятие. Например, трава, галактика, оккультизм, строгая наука, математика, все что угодно. Любая информация для вас может быть опорной точкой для управления. А при этом чем вы управляете? Если есть такое понятие, как душа, которая, например, в теории реинкарнации, она не зависит от тела, то получается, что вы управляете, ну, в данной теории, да, в пределах данной теории, в автономной области, вы управляете не телом, например, а на основе души. И поэтому в данном случае мы говорим о сознании, значит, которое является следствием души, это более жесткая система. И на основе сознания мы можем управлять коллективной реальностью, например, внешними элементами реальности, какими-то внутренними уровнями, ну, которыми вы захотите, в том числе чувства, например, эмоции. И на основе сознания вы воспроизводите в том числе собственное физическое тело или какой-то элемент мира. Получается, что как бы ваше тело это является следствием, и реально так. То есть вы можете себя восстановить другого человека. Следствием определенной как бы формы разума, на самом деле, которая является, ну, в более общем понимании сознанием вашей личности. И поэтому можно сказать, что вы в любом случае достигнете правильного управления по спасению и будете неуничтожимы. Если бы позиция управления строилась на функциях, например, только тела, или на функциях только одного понятия какого-то, или там множества понятий, то вы бы все равно имели неустойчивость в определенной системе, зависимость от неких статичных систем. В данном случае я говорю, что на основе сознания вы можете воспроизвести все, что вы хотите. И поэтому, прочитав в контексте этого вопроса, например, посмотрев или внимательно изучив эти факты в трехтомнике, в общем-то, постарайтесь эту линию все-таки выделить, где структура именно сознания определяла реальность. Например, материализация. Где, например, в материализации я использовал опорную точку. И какая она? Вообще связана ли она была, например, с физическим телом? В первую очередь, в любом случае, с физическим телом, как с проявлением вот, фиксированной фазы с точки зрения вечного воспроизводства жизни, все должно быть связано. Но связано так, что вы должны сами строить физическое тело. То есть получается, что опорной точкой, конечно, должно являться ваше сознание. Значит, в контексте объясненного опять я разделю определенные параметры, чтобы прояснить эту картину специальным, так скажем, образом. Значит, пространственное управление в рамках пространства возле вашего физического тела, но при этом работает сознание. Если вы видите определенные элементы, исходящие, и так и есть, там, в виде световых элементов от физического тела, то это нужно рассмотреть с точки зрения того, как вы строите свое собственное тело. Все-таки, как вы строите тело. И второе, это пространство управления, значит, которое не связано, например, с физическим пространством, но вы можете задаться вопросом, и это пространство в физическом пространстве найти. То есть, когда вы мыслите, вы не всегда видите или даже можете находиться там, например, в галактиках,
очень удаленных в своем мышлении, в общем-то, где угодно. Но где находится это пространство? Находится ли оно в физическом пространстве и как оно пересечено, да, с этим пространством мышления? На уровне кристаллической оптики я нашел переходные уровни. Вы можете через сознание, естественно, тоже найти. Но тогда, вообще говоря, назначь какую-то область, что это пространство управления. Это еще один принцип. И более важный принцип, что вы должны на основе сознания строить любую систему, в том числе ту систему, которой вы хотите управлять, и ту систему, из которой вы хотите управлять, и даже ту систему, так скажем, ну, в принципе, из которой вы можете построить все, что вы захотите в своем сознании. Когда вы, например, развиваете это в созидательном уровне так, как, скажем, Создатель заложил развитие мира, то у вас проблем там не стоит никаких. То есть вы можете создавать такие системы и увидите их реальную управляющую возможность. Поэтому вот с точки зрения этого вопроса, я думаю, этого достаточно. Я вот, насколько понял, существует много методов управления по решению какой-то определенной задачи, так? Вот. А как, то есть человек может сам себе найти свой метод, а как его найти? Для нахождения собственного метода, во-первых, нужно рассмотреть методологию уже известную. То есть вот я вам представил и фактологию, и формальный аппарат, который использует, например, отчасти формальную ортодоксальную математику, а есть аппарат, который просто доказывается ортодоксальной математикой. То есть я вам сейчас представил только то, что доказывается, например, там, тензорным анализом и еще определенными там, методами, например, функции комплексного переменного. В основном теория обобщенных функций. Я могу доказать формальный аппарат, который я представил. То есть он объясняет, скажем, определенные принципы для всех людей, которые знают, например, математику. И они могут на основе этого делать свои решения, то есть создать управляющие логические области. Значит, но по сути управление, которое я сейчас даю и вложено в этот аппарат, оно прямое. То есть, используя аппарат, вы можете управлять и использовать, например, только этот аппарат в каких-то ситуациях. Но, во-первых, по аналогии вы можете создавать, естественно, свой аппарат, значит, работая практически, то есть меняя какие-то функциональные знаки, меняя форму даже, там, не обязательно это, например, матричная система. Может быть, если хотите, не берите детерминант, а возьмите след матрицы и делайте управление через след матрицы. Там, и так далее. Значит, и поэтому даже и не обязательно брать матрицу, возьмите, например, функцию комплексного переменного и посмотрите, что можно через... А так, как я объяснил, если через физические модели. Но, в принципе, в условиях управления, чтобы создать аппарат, если так по существу, мгновенного управления на любую ситуацию, вы должны, конечно, постоянно этим заниматься на духовном уровне. То есть любую ситуацию переводить на проекцию, или она уже, вообще говоря, она переведена. Но почему я говорю переводить? Потому что как бы вновь ввожу то, что есть. На уровень оптического уровня фиксирования, я бы так сказал, и развивать этот уровень, ну, скажем так, по рычаговой системе, не позволяя, значит, развиться событиям в отрицательный статус, как бы держа на внутреннем духовном уровне такой статус, что вы можете все это перереконструировать, даже если событие произошло в прошлом. То есть, а для этого, получается, у вас в практике выработаются собственные, я их называю так, поточные световые линии или линии контакта с событием в уровне информации. И в зависимости от того, как вы контактируете и как происходит, например, перестановка управляющих уровней и как это реально происходит, причем это вы очень быстро сможете отслеживать. Значит, вы сразу же будете видеть, что этот импульс, он привел к управлению. Если управление затягивается, посмотрите почему. Потому что в задачах души существуют более часто комплексные задачи, которые по пути вы их постоянно будете решать. Значит, поэтому индивидуальный принцип управления — это, во-первых, все-таки использование, например, все-таки, как в данном случае, вот моего базового уровня апробированного, потом на основе анализа это создание либо логического, либо символического, либо значит, оптического уровня собственного, который будет на практике значит, реализован.
И при этом вы можете создавать, вообще говоря, любой уровень, не обязательно оптические. То есть, если ваше восприятие позволяет управлять, например, просто, например, даже музыкальными нотами, да, распределив некую мелодию, вы можете получить управляющий импульс. Вам, в принципе, никакой разницы нет, что вам более доступно. Значит, тогда вы получите... Главное отслеживать, развивать вот статус как бы предзнания будущего события. А статус признания, как я объяснил, вы доступ к нему можете иметь. В любом случае причем. То есть вы можете знать, как событие может развиваться. И поэтому, меняя как бы принцип рычаговый, фактически он, то есть где-то акцентируя сознание в каких-то точках пространства, перед собой же, например, или где-то в удалении, вы получаете управление такое, какое вам нужно. Естественно, надо учитывать, что существует макросреда, гармония внешсреды, она такова, что многие явления, они, в принципе, нормальные. Там, не надо ими управлять. Ну, растет дерево, пусть оно и растет. А, значит, чтобы оно не было уничтожено, чтобы в рамках этой структуры происходили нужные вам события, надо тогда выделять из обобщенного уровня, просто научиться выделять системы, на которые нужно влиять. Ну, представьте, большой камень там на горе, чтобы его сдвинуть, может быть, достаточно маленького рычажка, да? И он начинает двигаться. Вот примерно то же самое. Вы через какое-то время, когда вы начнете это использовать постоянно, по возможности, вы сразу придете к тому, что вы уже умеете это делать, и вы дальше уже будете строить, в общем-то, те конструкции, которые нужны будут для конкретного управления. А через какое-то время, и может быть и часто сразу, это определенное духовное состояние. И похоже оно на различный уровень, там бывает уровень, там, скажем, некого такого вот, что ли, прямого просмотра, то есть все видно, вот, и видно, что нормально, например. Соответственно, духовное состояние. Да? Если где-то что-то менять, по границе области можно сменить. Если вы начинаете работать с новыми системами, то там ставите задачи более общие, то у вас возникают как бы другие конструкции. Да? Течет время, меняется ситуация, другие более глобальные конструкции, тогда управление может быть таким, как бы, как управление, как освоение как бы новой, что ли, любой системы требует какого-то иногда времени. То есть тогда вы будете менять, может быть, и как бы технологии, если вы хотите. Но и часто технология может быть совершенно одна и та же. Например, на вот этом понятии оптического управления, когда вы как бы через оптику можете видеть фактически, как управляет событие, это наиболее простой, но он может практически решать все вопросы, если вы именно его разовьете. Вот, поэтому индивидуализация, конечно, она многообразная, и нужно просто обязательно использовать базовый уровень. То есть, что уже было сделано, что это можно делать, а вот как это делать, что можно, вот это все есть в моем уровне практики и теории, и приборного воплощения. А вот теперь ваша задача просто, имея уже инструмент, ну, и адаптировать или развить. Так что, собственно говоря, вот такой ответ. Вот как бы, когда мы говорили, вот сферы вот как бы выделяли, вот, например, вот себя мы воображали внутренние сферы. А для того, чтобы управлять, вот как совместить, вот как бы сознание нужно выводить в уровень управления, и как вот в данном случае вот внутренняя сфера, то есть как бы здесь с одной стороны сознание нужно вывести как бы в уровень, в управляющий уровень, а с другой стороны себя вот представлять в виде вот этой внутренней сферы, как бы вот совместить вот в данном случае вот это все. Я понял. Здесь принцип прежде всего тот, что все создается в пределах вашего сознания. То есть, например, когда вы вопрос решаете, то вы решаете, соответственно, на условиях таких, каких задач вы достигаете. Поэтому, чтобы пояснить и дать более обобщенную трактовку этому ответу, я приведу просто конкретный пример. Например, управляя тем же, чтобы не было того же, пожара, да, или же, о котором я говорил, или же, например, рассматривая такую фразу, чтобы не было пожара, о котором я говорил, да, но я не говорю слово того. Или чтобы, а еще лучше, чтобы не было вообще любого пожара, который бы был проблемен, или вообще, который был бы вреден, например.
И тогда, а потом я иду дальше. Слово пожар это вообще считается, что некая неконтролируемая ситуация. То есть огонь для чего-то там, для обогрева, это понятно. И вот я, например, пришел к тому, что в первом приближении я построил как бы какую-то одну форму информации, вторую, третью и так далее, четвертую. И как я вот в своем сознании обозначу процесс, то так он и будет. Вот канонизированная система, которую я дал, и которую, да, вы правильно ее рассмотрели в плане задачи, на самом деле, выхода во внешнюю сферу, вот технологии, которые происходят внутри сознания, если более глубоко на этот вопрос отвечать, то обозначенная вами часть в управляющей области, она, вообще говоря, не отличается от того, как реально устроена управляющая информация. Реально, с точки зрения в практике, это то, что вы достигаете через определенные структуры сознания. Поэтому переопределить всю реальность для того, чтобы управлять, символически можно, вы должны иметь нужные точки входа. И вот все-таки в зависимости от того, как вы ставите в сознании, и так как вы работаете только на сознании, ответ, конечно, вам понятен, да, он понятен на определенном духовном уровне, но, значит, здесь важным является то, как технологически совместить с реальностью в двух порядках. Во-первых, с вами на физическом уровне, с ваших событий, да, и с тем, чтобы это было достигнуто управление, то, чего вы хотите. Тогда получается, что задачи, например, той же сферы, где вы сосредоточены во внутренней области, в качестве, например, одной из проекций все-таки, это все-таки одна из проекций вашего сознания, значит, вывести на проективную систему управления, где вы имеете, скажем, ту проекционную, что ли, базу всеми общего сознания, где ваша идеология, она реализуется по спасению. То есть получается, что задача как бы перехода, задача связи, задача выхода, хотя вы все и строите в пределах сознания, она все равно технологически сохраняется. То есть вот вы задали вопрос, который говорит о том, что можно из внутренней области, предложим, переходить во внешнюю, как бы не пересекая границ. Например, там, я в МГУ проводил опыты по телепортации, там, из замкнутой вакуумной системы можно было выводить элементы. Хотя стенки жесткие, физически, например. То же самое в сознании. И вы можете, зная возможность сознания, тогда уже вот на таком духовном понимании, значит, строить любые конструкции, в том числе ассоциативные. То есть, если вы не переводите через систему реконструкции неких на физическом уровне, не переводите, значит, элемент по каким-то соображениям, не потому что вы там, например, не можете. Как правило, в сознании вы можете, естественно, сделать все. Главное время вам, потому что это ваше собственное сознание. Может быть, вы считаете, что этот элемент неэффективен, там, переводить какие-то системы из одной в другую, а вы можете тогда использовать всего лишь навсего ассоциативный смысл данного соединения. И именно он может быть управляющим. Хотя вы можете его не проявить даже. То есть, например, вы нарисовали конструкцию сферы, о которой сейчас спросили, а управляющая часть, она может вообще никак даже словесно или там даже на восприятии не быть выражена, но она может управлять. Поэтому, когда вы потом захотите узнать, что же в основном сработало в управлении, вы, конечно, можете сделать анализ, увидеть, что ассоциация была здесь достаточно сильна, например, которую вы потом можете рассмотреть, что она в вашем сознании была. То есть, например, ведь вы рассматриваете управление от своей цели, например, к реальной задаче, таким образом, что рассматриваете какую-то часть информации, которую воспринимаете, например, в виде оптики или каких-то образов. А реальная связь, информация, конечно, она многообразная, и многое не нужно, например, включать в систему восприятия, потому что вас интересует только то, что с вашей точки зрения управляет. Но, тем не менее, внешние элементы могут, естественно, быть управляющими. Здесь, в принципе, то же самое. Достаточно... Как вот вообще строится область управления? Чем она отличается от просто области мышления? Тем, что, во-первых, во многом идет назначение области в нужной идеологии, да, для вас наиболее близко. Во-вторых, в том, что все-таки эта область, она реально существует, потому что она позволяет
реально преобразовывать пространство. Это есть элемент развития всего мира. Когда из системы общей связи возникает некий следующий элемент. То есть есть определенные фундаментальные законы информации или развития информации, куда входит развитие физического, например, мира. Поэтому, когда вы работаете, обязательно, чтобы найти обобщенную область, то есть, в принципе, вы можете сделать анализ, какие обобщенные области, даже на абстрактном мышлении, на ассоциативном мышлении, были управляющими. Вы это можете сделать, если вам нужно. То есть можете найти, что управляло в этот момент, но это уже на ваше усмотрение, поэтому основным, конечно, является то, что вы работаете только в пределах сознания. И, естественно, в пределах сознания вы можете строить любую конструкцию, в том числе и связи, да? Не обязательно прямые там они, не обязательно физически одно из другого следует и так далее. У меня вопрос такой. Вот мы всегда как бы говорили насчет того, что можно управлять вот, как бы то, что мы видим, да, как я понял правильно. Вот. Допустим, мы не затрагивали тему, или мы, да, получается, что не должны, там, можно ли управлять как на расстоянии, не видя объект, вот. И, допустим, само себя, вот это самолечение. Ну, я сейчас объясню. Дело в том, что я определенные вещи говорил по управлению, в этом же лекционном курсе, по управлению объектами с неизвестными характеристиками. То есть принципы управления объектами, а там в математике они есть. Вы просто и в лекционном курсе надо просто эту часть специально как бы прослушать. То, что вы, в частности, ваш вопрос, он говорит о том, что если вы не переводите вот в оптически видимый спектр, то вы можете, конечно, управлять этими объектами, тогда вы просто должны будете построить собственную систему, если на уровне уже восприятия, значит, должны построить собственную систему, которая бы позволила вам точно знать, что вы будете иметь в результате то, что вы хотите от объекта, который вы не переводите в видимое восприятие. То есть вам в данном случае нужно все равно ввести систему как бы контроля или норму по объекту. Ну, первая норма — это как бы текущая норма, которая у вас сложилась, как бы априори она существует, и это вас устраивает. Тогда вам не надо переводить действительно в видимую систему, и максимальное количество элементов оно и не нужно проявлять на уровне восприятия в виде какой-то оптики. Но, предположим, в ряде элементов может возникнуть некая норма, которую именно вы хотите получить, но объект вы не хотите визуализировать. Тогда вы должны управлять просто элементом нормы. А при этом элемент нормы, он может быть от вас удален, или вы не хотите его, например, фиксировать. Вы как-то на духовном, например, уровне знаете, что так должно быть, но не делаете конструкцию событий, то есть вы не визуализируете. Так вот, ваш вопрос, он еще во многом, это уже некое продолжение того, что я давал в лекциях, во многом значит, дает возможность увидеть такую картину, как переходит из визуального, то есть воспринимаемого уровня управления в духовную область. А в духовной области там, в принципе, вы не рассматриваете каких-либо образов, если вам это не нужно. Духовное управление — это просто состояние духа. Конечно, вы можете видеть со стороны это как некий световой поток, там, который, например, в районе вашего тела, в зависимости от того, какое у вас духовное состояние, поток имеет разные, что ли, уровни цветовые, например. Но, тем не менее, это, конечно, не просто смена потока, потому что это уже концентрация, которая содержит множество видимых образов. А с точки зрения души, это вообще можно рассмотреть мир как создание, непрерывное создание фактически всех элементов реальности. Тогда получается управление, просто здесь еще можно отразить важную часть познания, управление еще не созданными объектами информации. Тогда вы их, конечно, на восприятие не переводите, потому что они еще не созданы нигде, например. Но, тем не менее, вам надо ими управлять. И поэтому получается, что с точки зрения вот ответа, технологии все-таки это те же самые. Все-таки те же самые. Вам нужно объект, который вы не видите, не регистрируете, да, как-то воспроизвести на любой граничной области. И задать это функциями граничной области. Например, вот стол. Я, например, могу сказать, что я здесь сконцентрировал внимание, а, например, на 10 ядерных реакторах не произошел взрыв. Но мне не нужно для этого видеть 10 реакторов. И как-то их вообще воспринимать. Я взял просто физическую область, на нее посмотрел, и все.
То есть я переназначил, да, переконструировал систему восприятия, и все. Но это, конечно, один из примеров, который как бы можно использовать, если вы хотите, да, но тогда у вас возникает зависимость как бы от физического объекта или от какого-то уровня переходного. Я думаю, что вот либо вы фиксируете норму в будущем, либо вы делаете некий переходный уровень, промежуточный, как я показал. Это можно делать также на информации, не обязательно физический стол. Просто объявляете, что в вашем восприятии, там, например, 10 цифр, да, 5-я цифра это является нормой. И за ней следите. Если она, например, начинает двигаться в восприятии, значит где-то не норма, куда вы нацелились, например. Но что конкретно, это уже не важно. Вы можете не видеть объекта самого, собственно говоря. И, значит, поэтому такая форма управления, конечно, существует. Для здоровья, чтобы восстанавливать здоровье, приемлемы любые техники, потому что здоровье — это просто нормирование. Это обычная норма физиологическая и норма событий. Поэтому все, что относилось к управлению по спасению, естественно, относится к восстановлению здоровья. И если вы, например, хотите управлять, просто есть маленький нюанс, управление в здоровье теми процессами, которые вы не видите, например, там некие болезни, но они вам не нужны, вам их не надо вообще видеть. То есть, если вы вдруг фиксируете информацию о некой болезни, это как бы проблема, да, в здоровье. Как раз ваш вопрос можно так перевернуть, что рассматривать с той точки зрения, что как раз-таки целью управления в здоровье является не зафиксировать где-либо информацию о болезни. Да? А это получается другая техника, не допустить статуса отрицательного события. А тогда вы должны, ну, как бы делать обратную задачу, видеть или там понимать норму. То есть можно понимать, но не фиксировать. Даже в проективной части вы должны точно знать, что происходит в области, например, которую вы не видите. Вот все равно вы должны ее воспринимать и функционально видеть область ее управления, хоть где-то. Либо на символическом ряду, как я объяснил, либо в проективной части. Значит, это будет ответ на ваш вопрос. Значит, сейчас будет такой тренинг после этих всех вопросов. Значит, вы будете создавать определенные мысленные конструкции, и, значит, эти мысленные конструкции реализовывать. А потом я буду, соответственно, вас, значит, в области управления определенным образом настраивать, так скажем. Значит, поэтому, опять же, начнем с вас. Возьмите частную задачу, например, очищение жидкости. Просто перед вами вода, вообще конкретная вода, вот, выйдите в структуру реальной воды здесь где-нибудь на этаже и возьмите задачу очистки воды, то есть приведения ее к норме, чтобы там не было взвеси по этой же сфере управления. Сделайте эту задачу, потом мы ее разберем. Пока поделайте, я посмотрю за вами. Ну, я думаю, достаточно. Вы знаете, сейчас я, опять же, с точки зрения всех внешних связей, как бы общего понимания, я сейчас ввожу такое вот внешнее наблюдение. А с моей точки зрения, вы что сделали? Значит, вы взяли, ну, во-первых, там, например, с крана какой-то реальный сегмент воды, растянули его, например, в виде информации, и потом преобразовали информацию, положили в районе как бы маленькой сферы. И вот эта вот маленькая сферка, она, находящаяся внутри большой, стала каким-то определенным образом там двигаться и вводить информацию нормы. То есть, проще говоря, вы работали в центре большой сферы. Как вы это сами восприняли? Что вы делали мысленно? Значит, мысленно я взял воду и попытался... Давайте последовательно. Вот я тоже сказал, вы взяли воду, да, реально. Да, Как потом распределили, дальше что вы сделали? Ну, мне кажется, поместил ее в маленькую сферу. Это воду, то есть информацию о ней. Ну да. Вот. В маленькую сферу, она где находилась у вас? Она полностью заполнила ее. Маленькую сферу. Нет, понятно. Маленькая сфера где находилась? В центре. В центре все-таки, да, значит, я правильно. То есть, получается, во второй итерации вы уже работаете точнее. Как вот, потому что я тоже сказал, что вы работали в центре сферы. И в определенными как бы элементами функции этой сферы вы ее очищали, как бы приводили в норму, да? В самой сфере. Я это рассмотрел как
собственно говоря, да, как некие отраженные элементы внутри маленькой сферы, и вы нормировали воду таким образом. Значит, проделайте, ну здесь уже, в общем-то, к вам замечаний нет, потому что вы сделали технологически точно так, как я и рассказал. Вы взяли, перевели в информацию и ввели в центр сферы. Основным здесь является, что вот эта вот макросфера, вы когда преодолевали границу, вы не нарушили ее целостность. То есть технологически вы сделали правильный элемент. Сверху большой куб, внутри конус, меньше, вот внутри куба. А внутри конуса еще один куб маленький, где вода очищенная. Ваша задача просто ее перебросить, она уже очищена. Перебросьте обратно в кран. Когда перебрасываете, смотрите, как меняется геометрия каждой фигуры. Значит, знаете, я все-таки на промежуточный итерации сейчас опять вас останавливаю, потому что так нужно. Значит, вот как я увидел процесс с точки зрения общей связи. Вы маленький куб, который внутри, он у вас стал как бы пульсировать и превращаться, ну, больше, что ли, в сфероидальный такой объект. Значит, и так далее. Как вот этот процесс сфероидальность, там, изменения и пересечения разных линий во всех фигурах, он стал какой-то такой комплексный, и как бы стала появляться обобщенная область, значит, ну, которая кое-где отражала, например, основание конуса, кусочки каких-то фигур, ну, как бы жестких фигур у вас, то есть все перешло в динамику. Вы как сами восприняли этот процесс? Как сами это делали, проще говоря, мысленно? Куб у меня трансформировался в абсолютно гладкое тело, объемное, без изломов, без изгибов. Ну, внутренний куб, да? Да. Трансформировался в абсолютно гладкое тело. Да. Ну, тут такой произвольной формы. Ну, абсолютно гладкое тело. Ну, не абсолютно Я гладкое. увидел, как сначала он начал как выгибаться границы, потом как бы сфероидальное такое что-то стало Я имею в появляться. виду без изломов, в смысле, без ребер. Ну да. Ну, значит, это похоже больше на сферу, сфероидальную все-таки. В принципе, вы правильно рассмотрели на второй итерации то, что вы получили действительно изменение контуров внутреннего куба. Это действительно есть процесс уже как бы обратной передачи воды. Это можно объяснить на том же принципе вот внутренних и внешних областей. Значит, чтобы внутренняя область была реализована, надо изменить границы внешней области. Вы, как идеологической точки зрения, сегодняшней даже лекции сделали правильно. Почему-то всех можно научить. Потому что ну, именно технологии спасения с точки зрения всеобщих связей. Потому что там есть совершенно жесткие формы функционирования в виде конкретных законов даже, работы сознания, которые у всех одинаковые. И вы вот уже попадаете практически на второй итерации к этому уровню. Давайте теперь вы. Значит, сейчас будет такой вариант. Значит, представьте бесконечную плоскость. Конечно, представить бесконечную плоскость, как любую бесконечность, достаточно условно можно, так кажется, да? Но, тем не менее, вам нужно представить бесконечную плоскость, которая, с одной стороны, имеет как бы яркое оптическое свечение, ну, как бы излучает белый свет, например. Причем излучает его локально. Вы как бы видите со стороны, а не то, что белый свет все закрывает, а вот он белый просто свет и все. А с другой стороны, ну пусть он будет синим цветом. Значит, синий цвет. Значит, теперь первый вопрос. Как вот вы увидели синий цвет? Посмотрите на него внимательно. Значит, просто настройтесь на этот синий цвет с другой стороны, при этом, да, построив бесконечную плоскость. И вот смотрите, еще одна задача. На поверхности светлой бегает шарик. В этом шарике, таком сферическом, маленьком, например, диаметром сантиметра 2, на белой части бесконечной плоскости бегает шарик, и там находится информация о том, что вот вода абсолютно чистая везде. Везде и всегда. Так же, как там может быть информация о том, что как бы везде и всегда норма. В принципе, это почти одно и то же. Но начнем конкретно с воды все-таки.
Значит, и вот этот белый шарик, он значит, должен попасть в сторону, значит, ту, где находится участок синего цвета. Где находится синий цвет. Значит, во-первых, значит, понаблюдайте за этой системой. Она может находиться не обязательно перед вами, а вообще где угодно. Значит, понаблюдайте внимательно, даже не представляете, а именно наблюдайте, чувствуете, как шарик переходит на поверхность, где синий цвет, как бы на другую поверхность бесконечной плоскости. При этом желательно, конечно, увидеть, как он не разрывает этой поверхности. То есть он оказывается там по каким-то законам своего перемещения. Значит, первое, давайте так, сейчас я свою точку зрения расскажу, вы потом расскажете. Значит, первое, вот когда я сказал на первый вопрос, увидите там синий цвет, значит, на мой взгляд, вы увидели его как бы локально в виде определенной полосы сначала, ну, например, как бы по типу того, что там проекция конуса на внутренней поверхности. То есть как бы вы сначала видели локальный участок синего цвета, потом он стал распространяться. Вот вы сами как видели? Я видел, как бы так сказать, не везде синий цвет, а вот только в определенном месте. Ну да, локально. Да, да. правильно. Значит, и второе, когда вы, значит, опять, что я вижу вот с точки зрения своего, почему я говорю, что вот я, да, рассматриваю? Ну, у меня есть такое понятие, я овладею, например, ясновидением, вижу, как происходит мышление с точки зрения вот общих связей. Или с точки зрения частного, можно, в данном случае меня интересуют общие связи. И поэтому, как я вижу, что вы делали, например, вот с точки зрения этого опять шарика, что ли, сферки, где вот экологически чистая вода. При этом надо понимать, что в чем вот отличается уровень ясновидения, там, управляющего, от уровня, например, ну, просто мышления. В том, что если учитывать максимальное количество связей, то и получается и возникает именно вот понятие, которое называется ясновидением. Можно развить целевое ясновидение. То есть, например, то, что вам конкретно нужно в химии, там, например, в физике, микротел и так далее. Так, сейчас, значит, вам будет задание. Первый такой элемент. Взять маленькую сферу, где находится экологически чистая вода и вообще норма вообще всех событий, именно норма. Раскрыть эту сферу таким образом, чтобы, во-первых, вода не разлилась, а во-вторых, чтобы из раскрытой этой сферки, из как бы границ этой сферы, получить ну, некие, так скажем, плоскости, некие устойчивые, например, системы, которые бы эту воду могли держать. Причем эта вода, вообще говоря, находится без определенной формы. Задача в основном такого типа. Вы должны значит, представить ну, некое растение, так скажем, да, которое могло бы эту форму фактически олицетворять, что ли, вот так. Так что вы сейчас это проделаете. Значит, в принципе, вы знаете, у вас это есть, информация, значит, что сейчас у вас произошло. Когда я говорил, вы как бы делали практически сразу. Вот, значит, и поэтому, когда я рассмотрел, собственно говоря, здесь был такой процесс, когда раскрывается, это моя точка зрения, потом вы скажете свою, раскрывается эта сферка, ну, вода, она находится в той же статичной форме, то есть она никуда не двигается, где она была. Значит, появляются некие такие, сначала части плоскостей, которые как бы вниз, они увеличиваются в размере, откидываются. Значит, и в принципе потом похоже, как бы, ну, как это называть, лотос или там лилия, да? Это у вас все совпало, да, по-моему? Да, но вот, в принципе, вы правильно нашли, да, сразу нашли эту форму, значит, и здесь есть один важный принцип во всей этой технике, что определенные формы, которые мы видим в реальности, значит, они являются фактически определенной нормой,
определенные нормы, с точки зрения, например, вашего восприятия, да, более общих систем. То есть мир мы видим в проявленном виде как определенную систему, в том числе управляющего нормирования. То есть достаточно вам эту форму заложить, вы будете иметь, в принципе, норму воды, например. Даже если она там, ну, вам кажется не очень там чистой, да, например. Хорошо, значит, тогда, в принципе, единственное, что может быть там добавить в качестве второго задания, это на самостоятельное управление. Возьмите эту форму, опять сверните и получите вместо таких достаточно условных событий, да, все как бы нормальные события мира внутри этой маленькой сферки. Причем в плюс-минус бесконечности. При этом ваша задача будет являться рассмотреть, где больше свечения сферы во внешней поверхности или во внутренней. Нет, делайте. Какая вам разница? Это же информация. Все события мира нормальные, плюс-минус бесконечно. Тем более вы уже практически половину сделали, пока я говорил, как бы вы делаете практически одновременно. И теперь смотрите, как я рассмотрел вашу работу. Значит, у вас сначала как бы начало более светиться внешняя поверхность, потом как бы, если с вашей точки зрения где-то справа насыщаться одна только часть более белым цветом, как бы стали оттенки немножко как бы уравниваться, да, постепенно, наверное. Так, да, вы видели? Да, в общем-то, я думаю, правильно. Технологически правильно. Этот элемент просто используйте для того, чтобы вывести, вот, например, пакетный уровень, да, я даю информации, вы же можете упаковать в пакет как бесконечное количество информации. Вам какая разница? Да, вы берете, назначаете бесконечное количество информации, это на самом деле несложно. В виде одного уровня, и все. Давайте дальше. Значит, ваша задача сейчас будет уже то, что вот было почищено, преобразовано, расставлено и приведено в норму. Значит, все это вместе взятое как бы в рамках того, что мы сейчас делаем, всю эту информацию связать, значит, со всей информацией реальности, вообще со всей. И при этом связать таким образом, чтобы это было похоже, ну, на нечто напоминающее песочные часы. То есть в одну сторону вы информацию как бы вкладываете, то есть, проще говоря, фиксируете хорошее, сделанное сейчас нами здесь. Вкладываете, эта информация как бы фильтруется через одну часть песочных часов и возникает в другой части. Значит, теперь ваша задача посмотреть с другой части песочных часов, как вы видите эту информацию. Посмотрите. В виде чего? Значит, с точки зрения моей, вы увидели сначала, ну, такие точки, как бы, светящиеся, потом иногда как бы лучи и в конце точки, как бы проекция срез. Вы сами как увидели? Ну, представил часы эти песочные, вот, потом как бы дно, когда сказали смотреть снизу. И вот когда вот эта информация, да, информация какая-то вот в виде, не знаю, мне представляется в виде каких-то ярких таких, не знаю как. Ну, точки. Цифры, да, точки. Точки, да. да. Да, хорошо. Значит, второй элемент тогда будет такой: сверните эти часы в центр, да, самих часов, сверните их и получите изображение всех присутствующих в этой комнате. Значит, изображение, которое, ну понятно, это не как вот на фотографии, вам надо получить изображение в одной области информации, например, в одной точке. Ну, принцип подобный, например, голографии, но это не совсем голография, потому что по вашему же вопросу вы не должны воспринимать. Вы задавали вопрос, как заниматься управлением, но не воспринимать. Получите изображение, но вы должны понимать, что там есть изображение всех, но не так вот, как на фотографии на нас смотрит. Значит, вы должны получить эту точку. Теперь функция этой точки. Этой области даже, так скажем. С моей точки зрения, во-первых, посмотрите, понаблюдайте за ней. Понаблюдайте. Свернули эти песочные часы, получили. Вы знаете, что там все наши изображения, включая там всю людей, там кинокамеру, все, что здесь даже.
И вот эта точка начинает как бы определенным образом развиваться. Вот когда я сказал просто как бы нас всех, да, вы восприняли, ну, например, те, кто сидит из слушателей. Визуально. Да, ну, видел я, да, вы разбросали визуальные образы, они стали там хаотично определенным образом двигаться. Потом я сказал получить, значит, так, чтобы вы получали управление без регистрации, да, норму для всех. Тогда она стала у вас как бы пульсировать, как будто бы расширяться, ну, как бы чувство давления некое. То есть, ну, стала она увеличиваться, проще говоря, в размере и какие-то иметь такие желтоватые, ну, какие-то оттенки. Вы как это видели? Вы видели, что точка как бы не умещается и начинает как бы развиваться? Да, она как бы малые колебания совершала. Да, колебания. То есть сначала была очень маленькая точка, потом она приобрела как бы форму уже какие-то геометрические. Да. И стала расширяться, стали появляться колебания, правильно. Значит, и когда я уже сказал, не только там, скажем, мы, кто вот присутствует, люди, например, а еще все внешние объекты, у вас появились такие белые оттенки, как бы более фиксированные формы, да? Да. Все, да, правильно. Хорошо, значит, в принципе, вот, судя по всему, уже практически на второй итерации вы приходите к управлению через систему общих связей. Значит, поэтому, во-первых, символический аппарат, который я даю, плюс лекционный, он вас на это настраивал все предшествующее время. Во-вторых, значит, вы уже получили, фактически это управление уже называется. То, что вы сделали, это делали вы реально в системе управления. Если сейчас сделать, я делал такие, в Новосибирске делал такие работы, взять замеры воды, они будут чище гораздо, например, чем без этого управления. И так далее. Значит, естественно, так как я показывал еще коллективное управление, например, управление без регистрации, да, объекта, это, как вы сейчас обратили внимание, это определенное изменение, как бы изменение формы воспринимаемого объекта, и все. Вам не нужно видеть образы, но вы делаете норму как бы для всех. То есть, таким образом, вы фактически, практически показали, что уже на второй итерации вы мне показали вход в управление. Значит, естественно, и более того, реальное управление. Поэтому, так как имело значение и лекционная часть, и, например, символический, и ваш, собственно, анализ, и плюс то, что все будущие события были все-таки по познанию заложены, в том числе и, например, в этот лекционный курс, и ваше теперешнее управление, вы в дальнейшем должны будете просто, например, подобно развивать управление, там, технологичность, например, технологически аналогично в виде практики, в течение, например, месяца. И в дальнейшем, так как целью является, собственно говоря, именно реальность по информационному и управлению физическими процессами, просто, когда вы пишете отчет, по возможности писать ссылку, первый вид отчета, какую систему управления вы использовали, например, из моего лекционного курса, и второй вариант, какую систему управления, даже лучше это, если вы будете пользоваться своей, например, да, создавать, лучше это сделать на отдельном листке. Но можно использовать только мою. Но, собственно говоря, это является равнозначным, вы должны просто выбирать, создаете собственную технологию, тогда по возможности определите, откуда она растет, с точки зрения моей технологии. Значит, и найти стыковочные точки. Хотите, просто ссылайтесь на конкретные участки моих лекций, формул и так далее. То есть в качестве отчетной базы будет являться обязательное выявление использования той техники, которую я вам дал, включая, которую сейчас в момент реального практики, и той части, которая будет ваша, тогда откуда она исходит с точки зрения моей, потому что в системе общей связи вам надо найти просто значит, проективную составляющую и найти по аналогии с чем или в контакте с какой областью моей информации вы строите свою. При этом вы можете делать независимую индивидуальную область, но контактная система по системе общей связи всегда существует. То есть вот даже с этой точки зрения. Значит, на этом я лекционный курс данный заканчиваю. У вас будет в достаточном будущем еще много литературы. Здесь на кафедре я оставлю.
Как я объяснил, кроме отчета можно задавать вопросы, потому что, в принципе, для аттестации там требовалось показать практику, вы уже даже сейчас показали. Но дополнительно вы еще все-таки попрактикуйте и покажете, например, что, с вашей точки зрения, где вы получили управление, в вашем понимании информативное или на уровне физических событий. И дальше уже, я думаю, что если речь будет идти о каких-то ответах, например, на вопросы, я иногда, знаете, просто беру вопросы, иногда даже просто в виде телепатии отвечаю. То есть ответы как бы сами себе приходят, и вы, например, их потом начинаете видеть. Если нужно, я иногда на ответы даю вопросы в виде аудиозаписей. А в любом случае, всегда через кафедру здесь можно со мной состыковаться. Ну, там, например, даже заочно или там очно, когда у меня там лекции или семинары. Так что вот пока этого достаточно.